Привет, YouTube! Мы подошли практически к завершению нашего курса «Тестировщик с нуля», и меня осенило, что я забыл рассказать вам в самом первом блоке, когда мы говорили о теории тестирования, о такой важной теме, как анализ требований и как мы с ними работаем как тестировщики. Почему это важно? Всем известно такое выражение, как театр начинается с вешалки. Так и процесс разработки, по сути, начинается с требований. То есть без требований, без какой-либо идеи, без реализации ее в виде документации мы не можем приступить к работе и реализовать то, что от нас хочет получить бизнес и пользователь. Поэтому давайте поговорим на эту тему. Существует три основных уровня требований. Это уровень бизнес-требований, уровень пользовательских требований и уровень продуктных требований. Давайте поговорим о каждом из них, и я очень надеюсь, что мои друзья бизнес-аналитики либо продукт-менеджеры, проект-менеджеры не заклюют меня, если я буду говорить что-то не так, потому что я все-таки не работаю непосредственно с составлением требований, а все, что знаю и использовал, либо использую в своей работе, рассказываю вам сейчас. Итак, приступим. Из понятия уровня бизнес-требований понятно, что это что-то, что необходимо нашему бизнесу, то есть цель, ради которой создается наш продукт. Для чего, какая польза и как получить с этого продукта прибыль. То есть все, что интересует наш бизнес. К примеру, у бизнеса есть цель создать некий сайт, который будет промоутить их продукцию. Это их основное бизнес-требование. Дальше мы переходим на уровень пользовательских требований. То есть, понятное дело, что этот сайт не будет существовать без пользователей, которые будут его использовать. Поэтому уровень пользовательских требований покрывает задачи, которые пользователь может выполнять с помощью продукта. Например, регистрироваться, общаться, искать информацию о нашем продукте, который мы промоутим на этом сайте. То есть все, что может выполнять наш пользователь. И уже уровень продуктных требований – это то, как это все будет реализовано в нашем продукте с точки зрения разработки, учитывая контекст бизнес-требований и контекст пользовательских требований. И уровень продуктных требований разделяется на функциональные требования, что наша система должна делать, и нефункциональные требования, как наша система должна это делать. Ничего не напоминает? Я думаю, все мы с вами вспомнили функциональное и нефункциональное тестирование. Эти понятия взаимосвязаны, то есть функциональное тестирование покрывает область тестирования функциональных требований, а нефункциональное тестирование и все его виды, которых огромное количество, покрывают нефункциональные требования. Вот это все, что вам нужно знать про эти три уровня. Обязательно запомните их названия, что они обозначают, для каких целей используется, потому что часто на собеседованиях могут спросить, какие виды требований вы знаете, и расскажите немножко о них. Плюс постарайтесь найти в интернете дополнительные примеры для каждых из этих уровней. Я думаю, это не составит огромного труда, так как это не так уж и сложно. Итак, мы с вами разобрались, какие у нас есть уровни, и теперь давайте поговорим о том, как мы можем, к примеру, выявлять наши требования. Чаще всего этим занимаются бизнес-аналитики, но в небольших компаниях функцию аналитиков, к примеру, могут выполнять и quality assurance инженеры, к примеру. Такое тоже бывает. Поэтому как мы можем вообще выявить эти требования? Во-первых, мы можем побеседовать с нашим заказчиком, бизнесом, либо пользователями, какой-то фокус-группой, которая будет работать с нашим продуктом, и узнать у них, что они хотят видеть в нем. Узнать все эти требования. Дальше мы можем наблюдать. К примеру, уже существует какой-то продукт, который используется в той компании, которая заказала наши услуги, и мы пытаемся разработать какую-то новую версию этого продукта, более улучшенную. Поэтому мы можем понаблюдать за работой пользователей в этом продукте и выяснить, что их интересует, что бы они хотели улучшить в их продукте. То есть мы наблюдаем за этим. Также есть такая вещь, как самостоятельное описание. То есть, к примеру, мы не знаем, как работает наш продукт, то есть нет некоторых прототипов, о которых мы поговорим с вами чуть дальше. Тогда мы можем включить здравый смысл и самостоятельно описать эти требования, учитывая, к примеру, фазу интервью и наблюдения, и написать их. И прототипирование, то есть если у нас, к примеру, есть некий сайт,
и мы разрабатываем конкурента этому сайту, то мы можем на него перейти и посмотреть, как он работает, как на нем реализованы те или иные функции, и также прописать их в наших требованиях. То есть тоже ничего сложного в этом нет. Также обязательно необходимо постоянно задавать вопросы, уточняющие по поводу того, как та или иная функциональность должна реализовываться в нашем продукте, и не нужно стесняться их задавать. Плюс ко всему, когда вы приходите, к примеру, на проект, вам тоже необходимо узнать обязательно одним из самых первых пунктов, где вообще хранятся требования в этой компании. К примеру, если они хранятся в какой-то трекинговой системе по типу Jira или Azure DevOps, либо это какие-то спецификации, которые хранятся в Word, опять же, где-то, либо это вики, которые есть в Confluence, к примеру, либо же опять в Azure DevOps. То есть мы узнаем все это, мы узнаем, как эти требования изменяются, кто отвечает за сбор требований, с кем мы можем поговорить, если мы что-то не понимаем в том или ином требовании. То есть все это мы должны уточнить, чтобы в дальнейшем наша работа складывалась наиболее удобно для нас и для людей, для которых мы этот продукт разрабатываем. Дальше давайте поговорим вообще, на что мы проверяем эти требования. Существуют так называемые свойства хорошего требования. То есть, по сути, у требований есть еще требования к их написанию и составлению. Именно этим, в принципе, мы в основном и будем заниматься, когда будем изучать те или иные требования. Например, представим ситуацию, что аналитик, к примеру, либо Product Owner собрал информацию у нашего заказчика, оформил эти требования в виде user story, о которых мы поговорим с вами чуть дальше, и нас подключают к рецензированию данного требования и что мы должны в нем проверять. Здесь выделено 7 требований, которые нам необходимо посмотреть. Во-первых, это завершенность. Что это такое? Завершенность обозначает, что требование должно содержать всю информацию, необходимую для разработчиков, тестировщиков, либо других людей, которые будут с ним работать. То есть мы должны проверить то, что есть вся информация в этом требовании, и мы не должны отвлекаться и переходить на другие требования, которые у нас есть в этой системе. Что значит непротиворечивость? К примеру, у вас есть некие картинки в вашем требовании, к примеру, макапы, шаблоны, UI, который будет реализован в продукте в рамках этой функциональности. И есть текст, к примеру, acceptance критерии, которые есть у нас в user story. Опять же, про user story мы поговорим чуть дальше, поэтому не пугайтесь. Это, по сути, критерии приемки, то есть те критерии, которые определяют, что наше требование реализовано в данной функциональности. И, к примеру, эта картинка, этот мокап не соответствует тому тексту, который написан в требовании. Вот это и значит, что данные в этом требовании противоречат между собой. То же касается различных таблиц. Либо же, если мы знаем, что в каком-то требовании написано одно, а в этом требовании прописано совсем другое, которое не вяжется с тем, про которое мы знаем, опять же возникает противоречие. Такого быть не должно. Мы должны написать нашему бизнес-аналитику, к примеру, и сказать о том, что данное требование противоречит, к примеру, картинке, которая прикреплена к нему. Дальше есть такое свойство, как корректность. То есть требование должно четко указывать на то, что должно выполнять приложение. Не должно быть, к примеру, каких-то двухсмысленных слов. То есть система должна отрабатывать корректно. Мы должны ввести валидные данные. То есть такого не должно быть. Мы должны четко понимать, какие именно данные мы должны ввести. Если это валидные данные, то, к примеру, должно быть четко прописано, что это буквы, либо же это цифры, либо же это десятичные дроби, либо же это спецсимволы, либо и то, и другое. То есть все это должно быть корректно прописано. Следующее свойство взаимосвязано с корректностью – это недвусмысленность. Опять же, мы должны четко понимать, что в этом требовании у нас написано. К примеру, мы смотрим на шестерку, с двух сторон два человека, а один человек видит шестерку, а второй человек видит девятку. Такого быть не должно. Мы должны все работать в одном информационном поле, в одном контексте. Следующее свойство – это проверяемость. То есть наше требование должно быть однозначно проверено на предмет того, выполняется оно или нет. То есть, к примеру,
Если вы понимаете, что вы не сможете это никак проверить, то есть нет таких инструментов, тулов, либо же, возможно, не хватает ваших знаний, это уже немножко другой вопрос, то есть вы можете тогда обратиться к более опытному тестировщику, либо разработчику и узнать, вообще это можно сделать или нет. Если же мы не можем его проверить, то такое требование не нужно прописывать, то есть нужно обязательно сказать об этом бизнес-аналитику, либо продакт-оунеру и придумать, как другим способом можно реализовать ту или иную функциональность. Есть такое выражение, даже определение, я бы сказал, как озолочение. То есть, к примеру, если мы хотим реализовать в нашем продукте какую-то фичу, которая очень долго будет реализовываться и, к примеру, стоит очень больших денег, то есть мы должны потратить как свое время, как время разработчиков, так, например, купить какую-то очень дорогую тулу, которая позволяет нам описать эту функциональность. Тогда такое же требование мы должны проверить на то, что действительно необходима ли нам эта фича, затраченные силы соизмеримы с тем, что мы в итоге получим. То есть, опять же, мы обращаемся к бизнесу. Следующее свойство – это модифицируемость, то есть набор наших требований должен быть таким, чтобы его можно было легко модифицировать, при этом не изменяя требования в других местах. Очень хорошо, когда у нас в требовании нет ссылок на другие требования, то есть мы должны стараться этого избегать. И обязательно мы должны, опять же, проверять на то, что мы это требование в дальнейшем можем изменить так, чтобы оно не повлияло сильно на систему, и чтобы это изменение мы могли провести в максимально короткие сроки с минимальными потерями. И прослеживаемость, опять же, понятно, наверное, из названия, наше требование должно быть прослеживаемым, то есть там должен быть, к примеру, айдишник у этого требования. Этот айтем, наше требование, должно обязательно быть взаимосвязано с другими требованиями, если все-таки такие линки у нас есть, хотя это не особо рекомендуется использовать. Либо же, к примеру, что мы можем привязать к этому требованию наш баг-репорт. То есть, опять же, это может быть не сильно связано с самим требованием и прослеживаемостью, но вообще прослеживаемость всех артефактов в нашей системе должна быть обязательно. Также еще сюда можно отнести проранжированность. К примеру, если мы приоритизируем наше как-то требование, что оно должно быть выполнено самым первым, к примеру, заказчику, вот-вот, прямо сейчас нужно, чтобы это требование было реализовано. Тогда мы выполняем его первым. То есть тоже проранжированность сюда можно отнести. Существует также еще ряд других требований к требованиям, то есть этих свойств хороших требований. Но вот те, которые я перечислил, они основные. Вот их 7 штук. Дальше я бы хотел вам рассказать о том, как можно упростить работу с требованиями. То есть, когда мы получаем эти требования, мы можем сразу же написать какие-то тест-кейсы. И если мы их не можем написать, то мы возвращаемся к такому свойству, как проверяемость. То есть, по сути, мы не можем придумать такие проверки, которые бы покрыли это требование. Опять же, нужно подумать, проверяем мы это требование или нет, можем ли мы это сделать или нет. Если нет, опять же, обращаемся к нашему бизнес-аналитику и обсуждаем этот вопрос, чтобы он связался, к примеру, с заказчиком, и они как-то переформулировали это требование и узнали, точно ли нужна эта функциональность. Может быть, ее не стоит проверять, если мы, к примеру, не можем это сделать. То есть и заказчик, возможно, на это согласится. То есть у нас должен быть некий медиатор между заказчиком и нами. Если же у нас нет доступа именно к самому заказчику, и мы не можем задавать ему вопросы, тогда мы обращаемся либо к аналитику, либо к продукт-оунеру, если он у нас есть, и мы работаем по скраму, о котором мы с вами поговорим уже совсем скоро. Следующий аспект – это задать вопрос. Самое простое, что может быть, то есть мы обращаемся к нашему аналитику, либо же к нашему заказчику, если у нас есть такая возможность, и задаем ему уточняющие вопросы по нашему требованию. Либо же пишем о том, что это требование чему-то не соответствует, и его нужно переделать. Также мы можем нарисовать схему. Есть так называемые интеллект-карты. Вот, по сути, все наши презентации, которые я вам показываю, мы прописываем в таких майнд-мапах, интеллект-картах. То есть мы берем, к примеру, наше большущее требование, разбиваем его еще на какие-то маленькие функциональности, и каждую эту функциональность разбиваем еще на более мелкие. То есть делаем такую декомпозицию. И тогда мы более четко понимаем вообще, что у нас прописано в требовании и как мы можем с ним работать. То есть тоже хорошая практика применять в своей работе такие майнд-мапы. Не обязательно в программном обеспечении специально, можно это делать на листике бумаги, к примеру. Также есть еще такие штуки, как use cases. То есть это так называемые варианты использования, которые описывают все действия, которые наш пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия. Мы с вами чуть дальше разберем
как они выглядят, эти use cases. Но тоже можно использовать их для того, чтобы упростить нашу работу с требованиями. И еще есть такая штука, как рецензирование, когда, к примеру, кто-то пишет требование, и мы выступаем рецензором, скажем так, этого требования. Есть формальное рецензирование, есть неформальное рецензирование. Также рецензирование можно проводить для кейсов наших, которые мы пишем. Если вам интересен процесс рецензирования, вы хотите узнать о нем более подробно, то сейчас вверху появится ссылка, где я подробно рассказывал о такой книжке, как Syllabus, которая позволяет подготовиться к сертификации STQB, и там очень подробно рассказано про процесс рецензирования. То есть убьете сразу двух зайцев. Узнаете, как упростить работу с требованиями, так и подготовитесь к будущей сертификации, если она вам понадобится. И еще такой аспект, который я хотел бы сегодня затронуть, вообще как наши требования могут выглядеть. То есть способы представления наших требований. Как я уже сказал, есть так называемые варианты использования, либо use cases. И давайте посмотрим, как они выглядят. То есть у нас есть так называемые актеры, которые выполняют наши действия. То есть в данном случае у нас представлена система для написания каких-то квизов. И у нас есть администратор, наш один актер, и второй актер студент. И дальше прописаны в рамках. Рамки – это так называемая наша функциональность, которую мы реализовываем. Все то, что можно произвести внутри вот этого блока создания наших квизов. То есть администратор у нас может логиниться в систему, может как-то управлять нашими квизами, добавлять их, удалять, апдейтить, управлять студентами и осуществлять логаут из нашей системы. Студент же, в свою очередь, может то же самое регистрироваться, может логиниться в нашу систему, может просматривать наши квизы, может брать эти квизы в работу и смотреть результат. И также делать логаут. То есть вот таким вот образом выглядят use case диаграммы. Ничего сложного в этом нет, наверное. Я в своей работе не использую use case, то есть мне гораздо проще работать уже с написанными user-story'ами, которые у нас есть в системе. Это следующий аспект, который мы сейчас с вами рассмотрим. Но вы можете, к примеру, для вот этой вот декомпозиции, чтобы лучше понимать картинку, понимать, как работает ваша система, ваша программа, ваша функциональность, в зависимости от того, на каком уровне мы это смотрим, можете рисовать для себя такие use cases. Плюс ко всему, use cases очень часто используют бизнес-аналитики, когда прописывают их, к примеру, в требованиях, либо же в спецификациях. Также есть такой способ описания требований, как user story. Именно user story применяются в Scrum, о котором мы поговорим с вами на одном из будущих уроков. То есть, во-первых, у нас есть описание нашей user story, что мы хотим получить в рамках этой функциональности. Как она пишется? Сначала мы пишем следующую фразу. Как участник конференции, к примеру, как пользователь, я хочу иметь возможность регистрироваться онлайн для того, чтобы регистрироваться быстро и снизить количество бумажной работы. То есть здесь есть 3 логических блока, то есть как пользователь я хочу получить такую функциональность, которая позволяла бы мне сделать следующее. То есть запоминаем, как это должно выглядеть, вот таким образом и выглядит user story. И дальше у нас прописаны acceptance критерии, то есть это критерии приемки. То, что у нас должно быть реализовано в нашем требовании, в нашей user story, для того, чтобы мы в дальнейшем смогли сказать, что наша функциональность реализована. И acceptance критерии прописываются вот в таком виде. Что делает тестировщик? Он получает эту user story, и он должен придумать тест-кейсы для каждого вот этого стейтмента, который прописан в acceptance критерии, для того, чтобы убедиться, что да, действительно функциональность реализована правильно, и все работает корректно. То есть мы берем каждый этот стейтмент и проверяем его. Этим занимаются аналитики и продукт-оунеры, то есть написанием самих требований, поэтому наша задача проревьюить, протестировать сами требования на предмет того, что они соответствуют как свойствам хорошего требования, так и, в принципе, здравого смысла, и в дальнейшем, что мы можем провести проверку для каждого вот этого стейтмента, который у нас есть в acceptance критерии. Также требования могут выглядеть непосредственно как уже некие макапы, шаблоны нашего UI, которые мы непосредственно видим на экране. В данном случае, как мы видим, это шаблон для мобильного приложения, то есть мы здесь подробно расписываем, как выглядит каждое окошко
в нашем приложении, какие поля есть в нем, что мы должны вводить, какие валидационные сообщения у нас выскакивают. То есть этим занимается больше UI, UX дизайнер, в принципе. И чаще всего шаблоны уже появляются после того, когда у нас написаны требования. Но также, к примеру, если заказчик проявит, скажем так, свою инициативу, и он хочет, чтобы действительно все выглядело так, то он может предоставить уже разработанные вот эти вот шаблоны, макапы. Также это может выглядеть просто в виде некой схемы. К примеру, там просто прописаны все блоки, которые у нас должны быть в нашем приложении, и для каждого блока прописано, что должно быть на каждой из этих страниц. То есть и такой вариант написания требований может быть. Иногда вообще это может быть просто, не знаю, клочок бумаги, на котором прописано, что я хочу получить то-то, то-то и то-то, просто как-то высокоуровнево, без каких-то, скажем так, уточнений на эту тему. То есть такое тоже бывает, если мы говорим про какие-то стартапы, либо маленькие компании, где нет бюджета для того, чтобы нанимать аналитиков, либо же даже там нету тестировщиков, и тогда просто люди придумывают, что должно быть реализовано, им платят денежку, и в дальнейшем заказчик просто хочет получить готовый продукт, чтобы его, к примеру, не тревожили и не уточняли, что он еще хочет от этого. Такое тоже бывает, но сейчас, наверное, крайне редко. Также могут быть большие спецификации, то есть это такие документы, в которых тоже прописаны наши требования. Их написанием уже занимаются непосредственно, к примеру, бизнес-аналитики. Опять же, если того требует заказчик, если так построен процесс компании, то есть такое тоже может быть. И спецификации мы проверяем точно так же. Мы находим требования, мы проверяем эти требования внутри спецификации согласно свойствам хорошего требования и выносим, скажем так, свой вердикт для того, чтобы в дальнейшем смогли это поправить и наше требование соответствовало всем необходимым свойствам, которые мы с вами сегодня изучили. Эта тема очень важна для тестировщика, так как тестировщиков привлекают к анализу требований, и вам нужно очень хорошо понимать все вот эти свойства, которые мы с вами сегодня изучили, какие виды требований бывают, в каком виде они могут быть представлены. Не пугаться, если вы получите требования, как я уже говорил, в виде клочка бумаги, такое тоже может быть. То есть все, что угодно может быть в виде требований. Главное то, как мы эти требования сможем протестировать и в том числе, как мы сможем повлиять на то, чтобы наше требование было в итоге написано корректно. Вот такой урок у нас сегодня получился. Я думаю, вы узнали для себя что-то новое. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Я, как обычно, постараюсь ответить на все. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором также я периодически выкладываю интересную информацию о тестировании и о сфере IT. Там же есть наша небольшая флудилка, в которой мы обсуждаем возникшие у вас затруднения, либо же вопросы, связанные с трудоустройством, связанные с аспектами тестирования. И также есть еще и Инстаграм, в котором также я периодически отвечаю на ваши вопросы и стараюсь радовать вас какими-то интересными постами, связанными с процессами тестирования и некоторыми инсайдами из моей работы. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы еще это не сделали. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!